Всем привет, с вами Ольга Сергеева, и вы на канале Кинотрафик. Вот и лету конец. Не успели мы посмотреть все фильмы Каннского, как уже пора встречать Венецианский. С 1 по 11 сентября 2021 встречаем 78-й старейший и авторитетнейший международный кинофестиваль в Венеции. Первый фестиваль был организован в 1932 под эгидой президента Биеннале графа Джузеппе Вольпи ди Мисурата. Каждый год с 1934 ближе к осени он проводится на острове Лидо. Жюри фестиваля на этот раз возглавит южнокорейский режиссер, снявший знаменитых «Паразитов» Пон Джун Хо. А вместе с ним будут работать в команде китаянка Хлоя Джао, получившая «Оскар» за «Землю кочевников» в начале года, итальянец Саверио Костанцо, режиссер и сценарист инди-триллера «Голодные сердца», известный нам по сериалу «Моя гениальная подруга». Вирджиния Фира, франко-бельгийская актриса, звезда картины «Счастливо оставаться», которая участвовала во многих фильмах Пола Верховена, в том числе и ожидаемой Бенедетти в российском прокате «Искушение». Синтия Эрвио, номинантка на «Оскар» за байопик «Гарриет», игравшая во «Вдовах» Стива Маккуина. Канадка Сара Гаден, актриса и продюсер, приобрела международную известность, работая с Дэвидом Кроненбергом и Дени Вильнёвым. Ксандер Нанео из Румынии стал недавно известен своим нашумевшим фильмом «Коллектив». Уже объявлено, что «Золотой лев» за творческие достижения получит режиссер, актер и сценарист Роберто Бенини из Италии. Все помнят его триумфальную работу 1999 года «Жизнь прекрасна», увенчанную 3 Оскарами. Такой же приз получит и знаменитая американская актриса Джейми Ли Кертис. Начиная с Хэллоуина, ее карьера охватывает почти все жанры, от комедии «Рыбка по имени Ванда» до драматических историй и напряженных боевиков «Правдивая ложь» и «Синяя сталь». Программа фильмов конкурса стала известна уже в конце июля, и я по традиции расскажу о нескольких особенно ожидаемых. Фильмом открытия станет новый фильм Педро Альмодовара «Параллельные матери». Незадолго до премьеры режиссер прислал благодарственное письмо всем, кто боролся против запрета Фейсбуком плаката к его новому фильму. В картине он вновь возвращается к любимой теме – истории женщины. Она расскажет о встрече в роддоме двух абсолютно разных людей. Дженнис, успешного фотографа, ее играет любимая актриса режиссера Пенелопа Круз, и запутавшаяся девочка-подросток Анна в исполнении Милены Смит. Неожиданно они обнаруживают тесную связь, которая изменит их жизни навсегда. Кроме Пенелопы Круз в фильме снялась и другая давняя харизматичная коллега режиссера Росси де Пальма. А вот другая любимица кинофестиваля, новозеландка Джейн Кэмпион, берется за мужские проблемы. Она представила свой первый фильм за 12 лет молчания. «Власть пса» – экранизация одноименного романа американского писателя Тома Сэвиджа. Действие происходит в Монтане. Братья Фил и Джордж – владельцы крупнейшего ранчо. Несмотря на родство, они абсолютно разные. Конфликт вспыхивает тогда, когда Фил узнает, что брат тайно женился на местной вдове Роуз. В фильме мы увидим Бенедикта Камбербэтча, Кита Керридина и Кирстен Данст. Новый байопик «Спенсер» о принцессе Диане поставлен чилийским режиссером Пабло Лараином. Он известен нашему зрителю по фильмам «Джеки» и «Эмма. Танец страсти». Действие картины происходит в начале 90-х, когда Диана решает развестись со своим мужем, принцем Чарльзом. Фильм является фантазией на тему того, что могло произойти в те несколько роковых дней. В роли леди Ди снялась известная актриса Кристен Стюарт. Россию в основной программе представляют Наташа Меркулова и Алексей Чупов. Это творческий тандем вы знаете по работам «Интимные места», «Человек, который удивил всех» и сериалу «Колл-центр». Перед нами новая постмодернистская притча с элементами мистического триллера. Капитан Волкогонов бежал. Она попытается ответить на актуальный вопрос: есть ли рай для палачей? Капитан – служитель правоохранительных органов. Он на хорошем счету, но однажды его объявляют преступником. Избежав ареста в одночасье, он превращается в изгоя, которого повсюду разыскивают бывшие коллеги. Ночью Федор получает предупреждение из загробного мира, что ему уготован ад и вечные муки. Но у капитана все еще есть шанс изменить судьбу и быть принятым на небеса при условии, что он покается и хотя бы один человек даст ему искреннее прощение. В фильме мы увидим созвездие мужских характеров в исполнении Юры Борисова, Тимофея Трибунцева, Александра Яценко, Никиты Кукушкина.
Ставший любимым для многих постановщик из Италии Паоло Соррентино, автор «Великой красоты», «Молодости» и «Молодого папы», представил на конкурс свой новый и очень личный фильм «Рука Бога», который он снял специально для стриминга Netflix. Действие развернется в Неаполе, на родине постановщика. В драме снова играет постоянный актер режиссера Тони Сервилла. История о парне Фабьето Скиза развернется в 80-х. Внезапная радость, визит легенды футбола Диего Марадоны соседствуют с неожиданной трагедией. Повороты судьбы, счастья и горя тесно переплетаются в этой пронзительной истории взросления. Сам Соррентино считает, что его новый фильм о чувственности. А о чем же еще может быть красивый фильм этого талантливого итальянца? В следующем выпуске я вас уже познакомлю с победителями. А на этом у меня все. С вами была Ольга Сергеева. Не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк, колокольчик, чтобы не пропустить наш следующий выпуск, и написать свой комментарий.